я сижу здесь с вами, что я здесь сижу? Нервы порчу свои. Тоже вспоминать, говорить, каждый раз прогонять свою жизнь. На фотографии быстро можно посмотреть, вспомнить. Вот отец, вот бабушка, вот дедушка, вот дети, вот внуки, вот я там, здесь, Ирак, Москва, там Европа, на юге, на севере, здесь со своими близкими, со знакомыми. Вот раз вспомнишь, вот 17 лет. Как я могу это быстренько сделать? Вот мы сидим, вот мы радостные, но где сейчас все это? Я приезжаю, они все сморщенные, они живут в чужой стране, они люди второго сорта. Каково мне на них смотреть? Они уже иностранцы. Все. Им скоро русский язык их дети не смогут употреблять. Вот фотография – это великая вещь. То есть у меня нет ни одной фотографии счастливого ребенка. Везде недовольство. Может, с 46-го приблизительно там, до 50, до 60-го. 14 лет тяжелейшая жизнь была. Но вот здесь вот круглосуточный ясли сад. Здесь, конечно, я себя бы и не узнал. Сижу в первом ряду, все с животами. Рахит. После войны ничем не кормили. И вот у всех детей пузо вперед. Отдали в воздушную, чтобы мама могла пойти работать. Отец уехал в день рождения моего, и никогда, так сказать, связи не было. Он уехал в Польшу, и все. Отца в лагерь сослали в Сибирь, поскольку он был сыном фабриканта. Дедушку немцы расстреляли, как фабриканта. Не как фабриканта, а поскольку это была уже советская территория. А отца НКВД в лагерь в Сибирь. Вот, семью разрушили. Не только дедушку, бабушку, тетку, всю семью. 16 августа 41 года. Ну и поскольку он уехал, мама осталась без средств существования. У нее было 5 детей от первого брака. Их в Суворовское училище забрали 2 мальчиков, 2 девочек. Тетка забрала, сестра ее первого мужа. И пенсия ушла туда. И она осталась с моей старшей сестрой, и я. 2. И чем кормить? И вот, чтобы на работу пойти, она меня в круглосуточный ясли сад. До сих пор они стоят там. Вот, так что это вот фотографии с этого детского сада еще до 3 лет. Вот если я стою, все как бы видно. Виден этот детский сад. Вот, здесь почему-то я с улыбкой. Вот уже лет, наверное, 10. Стоим мы во дворе. Вот кругом сады, и вот рваная одежда. Видно по одежде, вот я крайне здесь слева. Одежда, значит, все чужое. На барахолке покупали. В этом мне нравится фотография. Здесь я как бы тяга к земле. Сзади дома земля была. И вот мама и я, и вот мы там весной пытаемся посадить там лук, помидоры, ну что-нибудь такое к столу, потому что жили вот тем, что сажали. Кругом была земля, огороды. И держали там кур, кроликов. И в столовой мама выпрашивала продукты, чтобы меня кормить. Отца нету, братья все уехали. И она все плакала, потому что опять жизнь не удалась. Первый муж умер от туберкулеза, 2 мой отец уехал, 3 отчим молодой сбежал. Личная жизнь не сложилась. Жилье, коммуналка, профессии не было. Всем это в столовой, унижаться там, значит, все принести домой. Мы питались за счет столовой. Вот еще постарше. Здесь уже улыбки, поскольку как-то ребята уже чувствуют себя чуть уже взрослыми. Вот как бы здесь я тоже крайне справа. Ребята с моего двора. Левка, Витька и я. Всех помню, все помню, кто когда приехал. Вот очень мне нравится фотография, 3 года. Сейчас же Новый год скоро. Вот я, что я умел танцевать, видимо. Вот петь я не умею. Хотя меня, наоборот, просили там что-то озвучить. Вот детский сад, школа, в смысле школа, детский сад, елка. Сестра. Я самый младший был. У нас 3 сестры, 3 брата. 3 сестры Вера, Надежда, Любовь. И 2 брата Юрий, Александр. Я Владимир. Вот 6. Вот она еще с нами жила. Значит, это какой год? 48-й. 48-й. Ну, 49-й так. 2 года с половиной мне
В детском саду. Вот мы как бы должны станцевать были. Станцевать. Детский сад, детские ясли. Спимся, ну, круглосуточные. Будят нас, нянечки. В 9 укладывают, в 11 будет. Чтоб шли помочиться. Для мальчиков ведро стоит, для девочек. Я недоволен. Только-только заснул. И вот будет. Я узнаю, почему не будет. Потому что многие мочатся, чтобы им просто не сушить, не менять. Вот они лишний раз будут детей, чтобы они в ведро. Другой раз все спят, почему-то я проснулся. Стучит мужик в окно. С улицы, на первый этаж. Пьяный мужик забрел на территорию детского сада и не знает, куда ему, видимо, идти, стучит. Дождь, холодно, я проснулся, все спят. То есть какое-то вот общественное такое восприятие уже было. Появилась уже какая-то форма протеста. Я не хочу быть в детском саду. Как уйти домой? Я слышу, отправляют, кто болен. Какая болезнь? Коклюш. Какие признаки? Кашляет. Я начал кашлять. И меня тоже домой отправили. Арбузы привезли. Хочется арбуз. Там дадут кусочек маленький во время обеда. Я слышу, за складом говорит, вот треснутый, в сторону его. Уже нельзя его хранить, он пропадет. Сейчас ребятам разрежь, пускай они сидят. Я достал катать арбуз так, чтобы он треснул. Все смекалка. 53-й год, умер Сталин. Я же не знал его. Мне 6 лет. Через месяц мне будет 7. Я бегу по коридору, около граммофона. Черные такие репродукторы. Стоят все нянечки, там, воспитатели, все плачут. Я уже первый раз в 7 лет, 6 даже лет. Мне это как-то не понравилось. Видите, я уже в оппозиции. Почему они стоят? Где-то в Москве какой-то дядька умер. Я думаю, какой-то дядька. Фамилию произносят, там, Сталин, Иосиф Виссарионович, я же не понимаю. Там. И у меня протест. Почему они так далеко от Москвы и плачут? Вот. То есть уже в 6 лет социальный протест. В 10 я уже интересуюсь. Какие-то съезд партии, какой-то Сталин плохой уже. Видите, я уже прав. Через 3 года я уже прав, я слышу. Тогда я видел, что он почему-то умер, вернее, умер и все плачут. Сейчас я слышу письмо везде, читают письмо. И на кухне они рассказывают друг другу. И так каждый год я что-то слышал. По радио, телевизора еще мало был. То есть пошла моя политическая составляющая. А вот уже начальная школа. Здесь вот опять, видите, я стою самый крайний. Светлой рубашки нету. Пионеры положена светлая рубашка, черные брюки. А я вот стою, лицо недовольное. Пионеры не приняли. Сразу. Позже примут. Это 2 класс, а примут осенью, когда в 3 класс пойдем. Вот тоже. Здесь уже 3 класс кончаем, я рядом с классным руководителем. Мария Петровна Семисалова. Помню ее. Ну, тоже я был, видимо, плохо управляемый. И она, так сказать, не была мною довольна. 4 класса у нас вела. И вот, наверное, последний, уже 4 класс. Я опять. Все в белых рубашках. Вот я в обычной рубашке. И директор стоит школы. И без галстука. Уже какая-то форма протеста. Ведь все в галстуках, почти все пионеры, 4 класс, по 11 лет. А я и рубашки нет белой, и галстук не одел. Видимо, он был не мятый, не глаженный. Дома один. Мама же уходила на работу еще до того, как я вставал. В любом случае, я шел в школу один, возвращался один. Вот уже 7-й сижу рядом с классным руководителем. Почему? Потому что я уже председатель совета отрядов. Уже пошла общественная работа. Меня выбирают. Никогда в жизни сам себя не выдвигал никуда. А вот здесь меня выбрали. В школе сразу меня назначают санитаром. Проверять руки. Первая же должность. Я говорить как-то вот. Все молчат, я что-то говорил. Как-то какие-то оценки давал. Потом староста класса. Потом председатель совета отряда. Потом комсорг. Ну как происходят выборы? Кого изберем? Вова Жириновский. Потому что знают, что я что-то я говорю. И вот таким образом, как бы, коллектив выделял меня
поскольку я какую-то активность проявлял. Вот смотрите, лидерские качества, да? Фотографируемся, пустой постамент. Я наверх залез, а мой парень внизу. Понимаете, это уже складывалось. Я еще ничего не знал, 16 лет. Где-то путешествует класс. Так я наверх. Какое-то уже у меня было вот желание, что-то такое туда. Вот 8 класс. Вот опять рука у меня. Что-то рука не как у всех. Подбородок. Вот я. Среди всех уже выделяюсь, видите? То есть лидерские качества какие-то сказываются, я еще этого не понимаю. Это сейчас я оцениваю себя. Это вот как бы здесь. Вот выпускной класс уже, все. Закончили, все учителя. И мы здесь. Фамилию искажают здесь. Жирновский. Директор школы написал статью в газету, тоже исказил там фамилию всячески мою. Вот одел я слева, справа вот. Шубу мамы одел. То есть все в обносках ходил. Ничего нового не покупали. Мама уже, как бы, ей шуба это не подходила. Коньки мне не купили, я их должен был достать. Пальто сдал старое, пункт проката, и не взял пальто, а коньки оставил дома. Все время детям завидовал. У меня ничего не было. Пугач. Такие были детские пистолеты, дешевые, но красивые. Никто мне не мог купить. Все у чужих. Родительский комитет мне ботиночки купил, до сих пор помню. Вова, вот тебе ботиночки, ты из бедных. Это же унизительно. Да неприятно, что тебе говорят, что ты из бедных. Молчите, дайте просто ботинки. Чего вы объясняете, что ты из бедных? Я был один. Ни няни, ни воспитателя. Дома я один, все. И я голодный. Мы лезем в чужой сад, рвем там яблоки, груши, ходим по рыкам, по рыким, а в одних трусах. Одежды не было. Лето, там пионерский лагерь. Путевок нет у мамы. С трудом дважды пробил путевки. У дяди на железной дороге давали путевки, он мне дал. И тетка тоже работала проводником. Сам себя пробил. Мне интересно, все едут, а меня никто не отправляет. Мама ни разу, даже для себя, ни одной путевки не получила. Отпуска набрала 3 дня и тут же выходила на работу. Нужны были деньги. Поэтому я 3 месяца один. 11 лет так, 10 лет. Значит, я первая профессия, которая четко обозначилась, следователь уголовного розыска. Пошли эти фильмы «Дело пестрых», 57 год. Следователь. Потом, значит, прошло некоторое время, брат двоюродный говорит: Володя, поезжай в Москву, поступим в ГИМО, дипломатом будешь, мир увидишь. Я так подумал, как-то следователь мне никто не рекомендует, я сам просто под влиянием фильмов. Но международная уже составляющая меня привлекала. И я действительно заканчиваю, еду в Москву, в МГИМО мне сказали, ты не поступишь, там только привилегированная партия номенклатура. Значит, иду в филиал МГИМО, Институт восточных языков при МГУ. В тот год Хрущев еще был. Он дал указание: хоть немножко принимайте детей из бедных семей. Вот по этой квоте я прошел. Но опять в Москве безрадостно. Опять безрадостно, потому что общежитие, койка. Ну, дали стипендию. А как на стипендию жить? 35 рублей. Ну, тоже тяжело было. Сегодня это 3,5 тысячи, может быть, звучит неплохо. Но это не точное соответствие. Тогда это рубль в день. Опять в обносках. Но стыдно, смотрю-ка, в чем я хожу, в чем они, москвичи уже. Но с трудом на пальто. Насобирал денег, купил пальто за 70 рублей тоже. Самое дешевое, все покупал. В столовой питаться. Я в детстве в столовой питался, у матери. Дома завтрак – это остатки ужина. То есть 18 лет унижений, оскорблений, издевательств. Худой был, хилый был, слабый был. Поэтому и во дворе мне доставалось. А апрель 69-го года, студент 5-го курса. Перехожу на 6-й. Все на практику. Меня куда? В радиокомитет. Там бесплатно, практикант, стажер. А я знаю, что только за границей можно заработать приличные деньги. Рядом ГКС, Госкомитет по внешним связям. Я звоню. Надо переводчик с турецким? Надо. Контракт начинается. Оформляюсь и еду. И там работаю. В аэропорту Шереметьево 3 рубля осталось. Советские деньги нельзя возить за рубеж. Что я сделаю? Иду в киоск, значки купил. 10 значков по 30 копеек. И положил их.
Там я маленький город, провинциальный, на берегу моря. Хожу, посижу в кофейне, где-то молодежь, ну, я же ровесник, 23 года, поговорил. Один раз думаю, что-то надо подарить им. Думаю, значки, что же их привез, значки? Ну, все дарят значки. Значки, монеты, что можем подарить? У меня же нет денег рубашки им раздавать там или обувь. Вот значок, да, открытку. Я взял и дал им несколько значков. А тайная полиция, подозрения, русские приехали в их город. Там рядом натовская база. А переводчик подозрительный, турецкий язык знает. С какой стати? Они же не понимают, что я приехал переводить инженерам нашим. Будет поставка оборудования на химический этот завод. Ну, подозрение. И вот решили мне ведение коммунистической пропаганды. У них уголовный кодекс был списан с кодекса фашистского у Муссолини. Если кто-то говорит что-то о коммунизме, то статья до 20 лет тюрьмы. То есть нельзя хвалить коммунизм, и любая информация о коммунизме у них под запретом была. А значки советские, вот они решили как бы обвинить меня в ведении коммунистической пропаганды. Арестовали и суд. Когда задержали в камеру с уголовниками, посадили. Там за убийство сидел, за контрабанду сидел, там еще за что-то. Я что, украл? Я кого-то оскорбил? Я, значит, какое-то насилие совершил? Я дал наш значок, я из Советского Союза. Все. Вот пытались мне приписать ведение коммунистической пропаганды. И статья до 20 лет будешь сидеть в Турции, в тюрьме. Все закончилось, но я же переживал, я же не знал, чем это все закончится. Это провокация. 3 судебных заседания. Консул нанял адвоката, и он меня, естественно, добились. И турецкий адвокат, и все оправдали. Но это же провокация, это же удар по здоровью. Во 2 классе сделали смешанную школу, была мужская. 53 год, с 54-го смешанная. Сижу за парту, уже сидит девочка. Прихожу, Оля Звонцова. А у меня что в голове, что если девочка, что надо ее поцеловать. Я взял ее и в щечку чмокнул. 9 лет, даже 8 лет. 8 лет, 2 класс-то в сентябре. Значит, вот 2 класс я поцеловал просто так, механически. Слышу разговоры, любовь, там мужчина, женщина в кино, что-то там целуются. Я механически вот поцеловал. Мне никто не просил, и желания не было. Я копировал взрослых. Где-то в 8 классе уже стали нравиться, это вот 15 лет. В 9-м. В 9-м. 2 или 3 нравились. Там Алла Коновалова, Галя Селицкая, значит, Оля Андреева, Света Волкова. С ней как-то ближе. Ближе. Свидание назначал. Вот. С параллельного класса Света Дыхнова, тоже с ней что-то как так. Ну, так и безобидные. Никакого секса. Было целомудрие, чистота. 99% в классе, 11 класс, были девочки. Одну подозревали, одну на всех остальных. Поэтому, конечно, у меня было желание. Ну, как-то где, как? Какие-то попытки были, где-то там я пытался с кем-то, с какой-то девочкой, где-то там поехать в горы. Но я был такой, более-менее такой, ну, не грубый, не хам, и ничего не получилось. То есть я вышел девственником 18 лет и уехал в Москву. Уехал в Москву. Поэтому несколько девочек нравилось. Вот. А потом уже в Москве поехали в студенческий лагерь под Анапой, Джимете. Там познакомился Тамара. Вот. С ней уже были отношения такие интимные. И забеременела. Опять удар. Что ты будешь делать? Только стать мужчиной, вроде бы встречаться бы, просто свидание, раз забеременела. Аборт. И расстались мы. О! Где-то меня, значит, какой-то год, наверное, 69-й, лет мне 23, знакомит меня. Значит, эта Света, которая мне в классе нравилась, вышла замуж за моего приятеля-одноклассника. А ее мать в КГБ, отец ее в КГБ работал. И ее мать меня знакомит с дочерью Цвигуна. Семен Кузьмич, по-моему. Семен Кузьмич. Кстати, я же мог быть его зятем. Потом его расстреляют, убьют. Потом, как будто он сам застрелился, на самом деле убили. На Тверской пришел, она мне предвидела, лекарство принесешь там от меня. Ну, девочка не проняло меня. С собакой выскочила из другой комнаты. То есть были варианты, когда меня хотели с кем-то познакомить.
Вот, или же, значит, я сам знакомился. Но с женой познакомился тоже вот студенческий лагерь в Пицунде. Там мы рядом палатки по 20 человек. Мне хочется с девушками общаться. Но она девушка в прямом смысле слова. Она не хочет только после замужества. Поэтому все оттягивалось до момента вступления в брак. Вот с женой, свадьба, январь 71 года, 6 января. Как бы вот толчок, чтобы жениться, армия. Армия, лейтенант, Тбилиси, Закво. Запомнилось чем? Опять плохо. Тбилиси. Вот сейчас все же знают, как там сейчас. Мне вот там было так же противно с 70 по 72. Приезжаю, уже месяц его прожил. Какой-то старик грузин говорит: слушай, ты из Москвы, да? Вот имей в виду, у нас здесь никакой советской власти нету. Я думаю, сумасшедший, что ли? Как так нет советской власти? Я думал, что везде советская власть. Противно было. И уехал оттуда. Мог служить 25 лет. Поэтому 2 года там отслужил, и все. И все, и, так сказать, никуда больше не пошел. Вся жизнь прошла без отца. А теперь все знаю о нем. Умер он в 76 лет. Инсульт. Мама инфаркт, он инсульт. Видите, типовые болезни. То, от чего автобус сбил, и уже в больнице развился инсульт. Никогда обо мне ни к чему не говорил. Никому. То есть он... это был у него первый брак. И он хотел семья, чтобы была. И поскольку он не хотел жить у нас, его в лагерь посадили. Он и не был никогда советским гражданином. Он был в Российской империи, подданный с 1907 года. Но в 20-м это стала Польша. Поэтому основная его юность прошла в буржуазной Польше. Вот это его, как бы, фотографии. Он экономист, агроном. Я же ничего не знал. Ничего не знал. Где, когда, что. С учебой мама перепутала. Я всем говорил, что Сорбонна. Оказался Гренобль. Профессия, значит, экономист. Вторая агроном. Я решил, что юрист. Потом лет 10 все это. Вот, сын юриста. Когда меня спросили на одних дебатах, кто ваш отец по профессии, я говорю, юрист. А второй вопрос шел тут же. А кто мама, ваша мама по национальности? Люди по имени поняли, что Вольф это не русский, да, человек. Я говорю, мама русская. Кто-то решил, что на вопрос по национальности был и к отцу относился. К отцу спрашивали, кто по профессии. То есть с этого телефона принесли. А я, времени было мало, я отвечал только ответ. Я не говорил вопрос. Потому что было 10 минут, все, выборы кончаются. Я говорю, отец юрист, мать русская. Карабах армянам, там, режим президентский. Я не говорил вопрос, чтобы не тратить время. Только ответы. Кто-то решил, что вопрос был, кто ваши родители по национальности. И потом лет 10-15. Вот он скрывает фамилию, национальность отца, значит, назвал юрист. Ну я что, я круглый идиот? Если будет вопрос национальности, я вдруг назову профессию. Но это совсем нужно человека за идиота принимать. Я русский, моя мать русская. По законам Израиля евреем считается тот, кого родила еврейка. Если бы отец жил бы с нами, я бы, может быть, его фамилию носил бы. Все бы, с удовольствием бы гордился бы. Вольф Исаакович Эйдельштейн. Эйдельштейн, фамилия, значит, на иврите, на идише, означает «счастливый камень». Если он хотел бы, чтобы я считал себя по его национальности, я бы это делал. Но его дня не было, секунды не было. Почему же я свою русскую мать скажу, да пошла ты, русская тут еще. Вот у меня где-то, может быть, бродит мой отец, вот он другой национальности. С какой стати? Если бы он хотя бы проявил внимание, искал бы меня. Он ищет меня, он меня любит, он меня знает. Он меня не знает, не любит. Исключил полностью. Скорее всего, я так думаю, он не по любви женился на моей матери. Почему? Потому что они регистрируют брак в ноябре 45-го. Мама уже беременна. Уже 3 месяца беременности. Если бы они по любви, то они были знакомы лет 5. Но был еще жив ее первый муж. А как познакомились? На одной работе они работали. И он в правкоме там был, навещал больного своего начальника отдела, первого мужа матери. Когда он умер, он продолжал как бы навещать уже вдову. Они сошлись и жили вместе, под одной крышей. Но
в ЗАГС пошли, когда мама уже была беременна. А в 49 году они же все в Варшаве собрались, а работы нету. Все из 7 расстрелянных, отсидевших в концлагерях, перспективы никакой. Послевоенная Польша, и так там голод, безработица. Вот, и оттуда они уехали. Как раз образовывалось государство Израиль, и всех зовут. Давай. Новое государство, какие-то там льготы, привилегии, переселенцы. И он уезжает, он же мог остаться, в принципе. Я не знаю, какой у него был паспорт. В любом случае, люди с такими же документами могли остаться. Но я так думаю, он не хотел оставаться, поскольку из лагеря его вытащил младший брат юриста, тот был юрист. Взятку дал. И он, видимо, боялся, что его могут снова посадить. Что там было в лагере, я ведь не знаю, там могли издеваться над ним. Пытать могли. И мать хотела мне что-то рассказать. Так не рассказала, умерла. Эту тайну передала сестре, которая умерла в этом году. И она не успела сказать. Вот 2 женщины унесли тайну. Видимо, это он рассказывал о своих переживаниях в лагере, потому что другой тайны никакой нету. Вот они мне так не сказали. Или вообще эта тайна была, что он был в лагере. Это я сам узнал. Видимо, мать не хотела, чтобы я знал, что мой отец бежал из лагеря, концлагеря. Умер он в 1983 году. Спокойно работал агрономом, поставка удобрений. Детей не было. Мне что обидно. Слушай, у тебя есть сын. Ну, уже кончилось и как бы особо такой сталинский режим. Ну, 80-й год. Олимпийские игры. Возьми да поезжай в Москву на Олимпийские игры. Набери здесь справка 0,3 копейки. Тебе дадут мой адрес. Ну, увиделся бы я хоть раз в жизни с отцом. То есть элементарно он мог найти меня. А я-то как могу искать? Я обращался везде. Мне понравилось, что у него сохранились фотографии моей мамы. 100%, что это он. Тот человек, которого, так сказать, как бы мы искали. Ну вот, ведь когда они приехали в Израиль, им сказали: ребята, вы переселенцы, забудьте всю вашу прошлую жизнь, забудьте всех ваших родственников, забудьте языки, которые вы там учили. Вот иврит учите и здесь создавайте новые семьи. Почему? Они боялись, что переселенцы будут переписываться с кем-то. Не очень первые годы жилось хорошо. Могут их звать обратно. То есть они их приняли и все связи им отрубили. Это тоже могло повлиять. Но все равно он же мог потом, когда все успокоилось, 80-е годы. Ну элементарно. Если бы, конечно, он прожил бы еще 10 лет, то в 91 году, когда был кандидат в президент, он мог бы понять, фамилию-то он знал мамину, Жириновский. Он мог понять, что это я. Я везде искал. Везде. И в Америке, и в Европе, и в Польше, и на Украине. Все бесполезно было. Ничего не мог найти. Давал данные, место рождения. Вот, 1907 год, Польша. Вот. Костополь, Конотополь, я там разные давал города. Нигде ничего не, никто мне будет помогать. Красный Крест ничего не помогал. Везде написал. Ну и как я буду писать? Я тоже данных мало очень. Фотографию тоже давал. Фотография была единственная. Мне казалось, ну где он? Наверняка я думал, другая семья есть, это понятно. Действительно была другая семья. Мне почему-то казалось, что есть у него дети, значит, мои братья единокровные. Вот. Ну, где-то у меня были мысли, вдруг он очень богатый человек. Может быть, и мне сможет помочь. Ну вот, я приехал, сообщили, что вот есть такая могила. Я попросил консульство, все проверили. Но все не по-русски. И там не принято фотографии. Камень и чужие какие-то иврит на иврите. Я уж там сейчас переделал. По-русски написал. Конечно, ощущение, что вот нашел я человека, могилу нашел. Могилу. Это же страшно. 60 лет думать, где он, что он. И вот только могила. Вот у могилы посидел, кажется. Но опять я ее не чувствую, что это могила моего отца. Ну, где-то какие-то, может быть, накатил ком в том плане, что все-таки вот, наконец, я нашел. Здесь вот под этой плитой лежит этот человек, который был мой отец.
мама, как раз, когда вот они поженились, все, она, деревня Лаушки, Пензенской губернии, закончила школу, в это время НЭП, бабушку на Соловки, поскольку у них был дом, на втором этаже они жили, на первом столовую открыли. Она вышла замуж за чекиста. За чекиста. Вот она хотела быть балериной. 1 год проучилась в Пензенской школе балета. И потом вышла замуж. Все. Все. Балерина ее закончилась. Ну, жалко мне было ее. Я, так сказать, понимал. Потом дети у нее от первого брака ее не очень любили. Поскольку их забрали в училище в 14 лет. Ну, кому мальчику нравится, детство в училище проводит, в казарме, Суворовские училища. Суворовские училища, военные, всю жизнь по гарнизонам. Поэтому с детьми нету радости. Профессия не стала балерина, мужей нету. И как бы я тоже, в общем-то, еще не мог ей ничего дать. Я ей дал последние годы. В Москву забрал в 79 году. Ей уж 70 лет. Радости мало. И моя жена была недовольна. Опять она и последний ребенок, как бы из-за нее вроде бы проблемы в семье. Направлял ее в санаторий. В общем, постарался ей компенсировать. Покупал ей одежду. Ну вот, как бы, ничего радостного не получилось в большой нашей этой семье. Все недовольны. И она все это переживала. Переживала то, что вот как бы моя жена недовольна, то, что она приехала. Опять все, и старость, не радость. Все, ни одного радостного дня. Она за 2 месяца до смерти говорит мне: Володя, ни одного радостного дня. Ну каково мне? 77 лет женщине. Ни одного радостного дня. Нечего вспомнить. Что детство, 908 год, война, Первая мировая революция, муж чекист, родственников нельзя пускать в дом, они из семьи лишенных. Они плачут, она плачет. И по гарнизонам тоже он. То в Ленинград его, то в Сасово, то Рузаевка, то туда, в Казахстан. То есть все время запреты, все время по родственникам это бьет. Ей завидуют, в то же время ее ненавидят за это. И вот так вся ее жизнь была несчастная. И все ее старшие дети ко мне ревновали. Я же от другого мужчины, от другого отца. Они все от одного, а тут какой-то еще, понимаете. Джинсы. Просил старший брат: ну привези джинсы. Модно было 40 лет назад. Не привез. Джинсы просил и не привез. Поэтому вот такое отношение было. Я это чувствовал. Понимал, что я тут лишний как бы. Мешаю им иметь нормальные родственные отношения всем. Пристроил их первое время, а потом все они уже и поумирали, и на пенсии. Опять нагрузка мне. Опять, так сказать, зря сделал. Жили бы они там в Ульяновске, в Пятигорске, где они жили. Потому что тоже это проблема. Тоже не завидуют, кому больше я дал. Кому лучше квартира, кому лучше машина, кому там деньги дал. Опять проблемы одни. Никакой благодарности, ненависть. Не позвонят. Ни с днем рождения, ни с Новым годом. А злость и ненависть, вот ты там тем больше дал. То есть типичный вариант сказка о рыбаке и рыбке. Были никто, дал им все, мало, еще давай. Депутатами их сделай. Вы что, с ума сошли? Как я вас депутатами сделаю? Что, смеяться будет страна? Вся семья депутаты. Хамы. То есть я повторил судьбу матери. А ее ненавидели ее братья и сестры за ее успехи и ревновали. И меня тоже ненавидят мои братья и сестры. Но они уже умерли. Брат и 2 сестры. Остался 1 брат. 1 сестра. Брат все еще на работу его устроил. 75 лет. Слушайте. 20-летний безработный. Опять скажут, пристраивает брата. Ну, как других родственников у меня полно. То один племянник придет, то другой, то там с арендой помоги, то еще. Только от меня. Мне ничего. Ну приди, возьми книжки, раздай мои, газеты. На митинг приди. Я провожу митинг. Никогда ничего не придут, ничего не сделают. Вот родственники. Поэтому повторил судьбу матери. Если я бы жил бы в Сокольниках, где я жил, или Теплый Стан, и
рядом со мной была бы моя жена, мой сын и мои бы внуки сейчас, вот как бы, и не было бы никаких этих публичной деятельности, может быть, и лучше было бы. 60 лет перестройка, 60 лет. Безотцовщина, нищета, переезды. Я только в Москве 5 квартир поменял. Ну, это же разве можно так жить? Переезд, 5 раз. А вообще за свою жизнь уже, наверное, 10 квартир. Поэтому, конечно, это вот силы. Конституции менялись, реформы денежные. Ну, сколько всего этого. Перестройка началась. Я сотрудник издательства, юрист. Ну, начинают какие-то неформальные общественные объединения, начинают переименовывать улицы, районы, площади. Я хожу, мне все это интересно, выступаю на Арбате, смотрю там на Пушкинской площади. Раза 3 меня задерживают. Я не участник, я смотрю, а там всех под одну гребенку. В суд, знаете, то мне штраф, то есть штраф работы. На работу приходит исполнительный лист, 4 месяца высчитывают. Потом слышу, комитет защиты мира собрали так вот общественность, и там какой-то человек говорит, а у нас съезд новой партии, называет место и время, с 7 по 9 мая 1988 года. Я иду на Красной Пресне, улица Рождественская, на квартире, нелегальный, кругом автоматчики стоят. 2-й день на квартире Речной вокзал, 3-й день где-то под Москвой. Я их знать не знаю, выступаю, как в детском саду, как в школе. Они мне выбирают руководящие органы. Демсоюз, Новодворская, там Убошка, Богачев. Потом я с ним собираемся, а мне Новодворская говорит, ты знаешь, куда ты попал? Мы будем биться головами об автобусы с ОМОНом. И 9 мая, День Победы, выводит акцию протеста. Я понял, что это не мое. Ушел от них. Но те, кто там был, запомнили меня. Я продолжаю ходить на эти неформальные митинги. Ну, гуляешь по Арбату летом. Выступают, и я слушаю, вопрос задаю. Он неправильно отвечает. Я начинаю его критиковать. Все ко мне поворачиваются. И я начинаю излагать свою позицию. И смотрю, меня слушают. Нравится, как я говорю, а не как те, которые пришли туда, которые были в эмиграции, в психушках, сидели где-то. Но я никуда не влезаю. Потом ДС раскалывается. И мне начинают звонить. Давай к нам нету лидера партии. Я еще вступить не думаю, куда вступать, еще нет никаких партий. Но, в принципе, у меня с детства было это, активная политическая деятельность. То есть была у нас революция, это не перестройка. Была трансформация всего, общества, государства, экономики, идеологии, культуры, все перевернули. И все это должен был пережить не просто как гражданин своей страны, а уже я с 1989 года, 20 лет, руководитель оппозиционной политической партии. Без денег, без опыта. Я не был даже рядовым членом КПСС. Я не был депутатом районного совета. Я не был руководителем отдела, сектора, самого маленького подразделения. Если взять мою биографию, вот сейчас, мои достижения, то завидуют страшно. Доктор наук, профессор, заслуженный юрист, орден почета, орден заслуги перед Отечеством, зампредседателя Госдумы, лидер парламентской партии. Значит, книг 500 названий, тиражи десятки миллионов. Песни меня заставили озвучить. Я не хотел. Не хотел. Десятки песен, где я исполняю в сопровождении какого-то хора. В плане социальной лестницы, конечно, я удовлетворен. Я не говорю, что вот мне все там, я в определенном смысле счастлив. Потому что я достиг тех высот, которые практически для абсолютного большинства граждан России недостижимы. Я вхожу в 100 ведущих людей страны, в 3 ведущих кандидатов на пост президента. Я 4-жды был кандидат в президенты, и у меня устойчивое 3-е место. У меня все фотографии, где мне 3 месяца и по сегодняшний день. Все мои родственники. И это самое лучшее, потому что я смотрю и вспоминаю, где, когда, что это было. Потому что это все, вся моя жизнь. Вся моя жизнь, так сказать, везде. Я уже могу это не припомнить, где это было. Но фотографии мне напоминают там. Вот небольшой коллаж я сделал.
все свои фотографии, там, 20 до 30 лет, там. Вот дом отдыха, скажем, Гришинки, 66-й год. Вот, пожалуйста. Девочки вроде бы там общались как-то, но тоже все чисто, так скромно. Вот мне не нравится, так вот женщина, видите, прям плачет. Наклонилась где-то там, в каком-то из регионов. Вот Новый год собрал всех родственников где-то вот после победы на выборах, январь 31 декабря 93 года. Вот первый съезд партии, видите, первый съезд партии. 31 марта 90 года. Ну, вот на юге Батуми с обезьянкой. Ну. Любил машины, все мотоциклы. Где есть возможность, садился за руль какой-то, фотографировался. То же самое вот морской какой-то транспорт. Вот Карпов. На каком-то мероприятии мы с ним беседуем. Вот с другим каким-то товарищем в доме отдыха. Пожалуйста. Вот, смотри, участие с патриархом Козлев тогда вот. Начало, так сказать, ельцинского периода. Вот в мечети решил я тоже, как мусульманин, помолиться. С них взял пример. Вот это годы такие, как бы, тоже где-то приблизительно, лет 20 мне, 22. На бульваре здесь, на Тверском. Такая как-то вот, этот период мне запомнился. Мой дом, грабли, где-то там я на огороде. Что-то делаю, сижу там с мамой, сирень, уже мамы нету, и сирень-то, может быть, уже, так сказать, пропала, так сказать. Видите, киргизы стоят около меня, так сказать. Вот они все стоят, в Бишкеке я был, вот они одели меня в национальный костюм, так сказать. То есть это все фотографии сразу напоминают. Вот Саддам Хусейн там где-то в Ираке, у меня полно фотографий с ними, сейчас Ирак совсем другой, его разбомбили, весь уничтожили. То есть фотографии мне напоминают. Это самое лучшее. Я смотрю на них и как бы... Вот фотографию. Я хотел. Вот, видите, вот. Юноша мечтает. Это не просто фотография «встал». То есть я смотрю на них и думаю, что я всегда мечтал об этом. О такой бурной деятельности. И я хотел, чтобы вот как бы добиться такого состояния, чтобы можно было помочь миллионам. Я не мечтал о богатстве. Ой, там все у меня, квартир, машин. Нет. Именно в плане того, чтобы помочь всем другим. И в этом смысле я, конечно, доволен, счастлив. Я очень много сделал. Я сказал все, что хотел. Если взять весь мир, я тот человек, который сказал все, что он думает, без каких-либо цензур, купюр, все. Я это говорил в открытую. И всему миру это сказал.